Друзья мои, приветствую всех на своем канале. С вами я, Николай Соловьев. Я клинический психолог, кинезиолог, гипнотерапевт. И сегодня мы с вами поговорим о различии между психоанализом и гипноанализом. Давайте начнем. Психоанализ сформировался и развился, когда трудились такие известные личности, как Фрейд. О чем идет речь, когда работают и сейчас люди, владеющие психоанализом. Я нарисую очень простую схему. Это числовая прямая человеческих лет. И при обращении к подобному специалисту люди фиксируются на какой-то точке, где произошло то или иное психотравмирующее событие. И задача в психоанализе понять, как это событие повлияло на человека, что там происходило, что он чувствовал, какие ресурсы надо привлечь, какие техники можно использовать, чтобы минимизировать это психотравмирующее событие на дальнейшую жизнь человека. По сути, нас просят адаптироваться к тому, что это уже случилось, прими, поставь подпорки и как-то живи. Я не говорю, плохо это или хорошо, я говорю свое мнение. Это про психоанализ и то, что он требует очень большого объема работы, как с точки зрения специалиста, так и с точки зрения пациента. Мне нравится больше заниматься гипноанализом. Почему? Потому что любая травма, которая связана с любым психотравмирующим событием, очень часто нашим организмом амнезирована. То есть мы ее не помним, наше подсознание ее просто амнезировало, забыло, и чаще всего он лежит гораздо дальше, чем то событие, о котором мы с вами разговаривали перед этим. И разница между ними может быть годы. Некоторые говорят, что еще и жизни, но здесь уже кому как нравится, кому и как позволяет его мышление об этой вселенной рассуждать. Я занимаюсь регрессом, поэтому для меня эти вещи абсолютно нормальны. Говорить о том, что мы не произошли все-таки от обезьяны, а мы с вами эволюционируем, и в том числе из каждой жизни идем что-то дальше, выносим из этой. И у нас может быть любой психотравмирующий опыт, который случился в точке, если это точка Т2, то в точке Т1. И задача гипнотерапевта преодолеть ту рациональную часть нашего сознания и подсознания, чтобы нам пройти через этот барьер амнезии и найти эту точку Т1, где, по сути, первый раз все и случилось, и является запускающим моментом для возобновления психотравмы. В этом событии было все. Была картинка, были звуки, были, не знаю, там какие-то чувства, тактильности, сенсорика, моторика, может быть даже галлюцинации. И они у нас четко с этим событием связаны. Как только мы вот в этом событии набираем определенное количество подобных картинок, мостов к этому событию, у нас здесь происходит снова хроническая поломка. О чем я вам хотел сказать? Это очень похоже на теорию про аллергию, которая была сформулирована в 20 веке. Когда первый раз любой аллерген попадает в наше тело, в наш организм, вырабатывается большое количество антител. И по сути какой-то краш-реакции чаще всего не наступает. Событие заканчивается, но антитела в организме накоплены в огромном размере. И как только снова попадет патогенный белок, аллерген, еще что-то в наш организм, эти антитела мгновенным образом вызовут аллергический шок, вплоть до отека квинки. Здесь происходит то же самое. Событие когда-то было здесь, а последствия мы можем получать здесь. В моем понимании, мои практики показывают, что нет особого смысла заниматься только здесь. Надо искать первичные события и работать там. Различные техники, еще раз, позволяют это сделать. Какие техники я применяю чаще всего в своей работе? Естественно, это гипноз. Гипноанализ. То есть мы смотрим, что же случилось с человеком ранее. Если мы работаем через тело, то я как кинезиолог применяю мануальный мышечный тест. То есть ответ мышечной реакции, мышечные ответы на то или иные вербальные провокации, либо тесты, чтобы мне найти то же самое. Но когда я нашел вместе с пациентом, уже есть ряд техник,
позволяющих нам это событие проработать. Чаще всего на это уходит 1-2 сеанса. Вот такая история, вот такая разница между психоанализом и гипноанализом. Я рад, если этот ролик был вам полезен. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте, задавайте вопросы, приходите на прием. С вами был я, Николай Соловьев.